Последние годы астрономы начали замечать одну странную закономерность. Практически на каждом изображении ранней Вселенной стали появляться загадочные объекты, которые уже успели получить неофициальное название «маленькие красные точки». Они разбросаны по самым древним областям космоса и относятся к числу старейших структур, которые человечеству вообще удалось увидеть. Как бы ни был направлен взгляд телескопа Джеймса Уэбба, они возникают снова и снова. И тут начинается самое неприятное. Никто до сих пор не может точно сказать, что именно скрывается за этими необычными источниками света. Более того, чем больше данных собирают исследователи, тем меньше становится уверенности в существующих объяснениях. Наука очень не любит такие ситуации. Обычно они заканчиваются либо большой ошибкой, либо большим открытием. Но когда это нас с вами останавливало? С вами Роман, и добро пожаловать на канал Злой Космос. Проблема заключается в том, что эти объекты совершенно не вписываются в современные представления о том, как должна выглядеть молодая Вселенная. Согласно существующим моделям, спустя несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, космические структуры должны были быть небольшими, нестабильными и медленно наращивать массу на протяжении очень долгого времени. Вместо этого перед нами появляются невероятно плотные, чрезвычайно яркие и неожиданно массивные объекты, вокруг которых формируются весьма необычные гипотезы. Некоторые исследователи уже предполагают, что маленькие красные точки могут оказаться совершенно новым классом космических тел, своеобразным гибридом звезды и черной дыры. И если подобное действительно возможно, то последствия для современной астрофизики окажутся огромными. Не исключено, что именно эти объекты помогут объяснить одну из самых сложных загадок космологии – происхождение сверхмассивных черных дыр. С момента запуска 25 декабря 2021 года космический телескоп Джеймса Уэбба провел более 32 тысяч часов наблюдений и передал на Землю свыше 600 терабайт информации. Это колоссальный объем данных, который можно сравнить с памятью более 2000 современных смартфонов, купленных в богатых семьях. Среди десятков тысяч полученных изображений астрономы постоянно сталкивались с одним и тем же явлением. Впервые эти объекты были обнаружены в рамках проекта Эйджер и Фреско, созданных для поиска самых далеких галактик и изучения периода от 500 миллионов до 1 миллиарда лет после Большого взрыва. Практически каждый снимок той эпохи демонстрировал одинаковую картину. Ранняя Вселенная была буквально усеяна маленькими красными точками. Судя по всему, уже через 600 миллионов лет после рождения космоса они встречались повсюду, однако примерно через 1,5 миллиарда лет полностью исчезали из наблюдений, словно их никогда и не существовало. Что говорит о том, что показано все это явно не для нас живущих. Сегодня о них известно несколько вещей. Во-первых, они очень компактны. Их размеры редко превышают 500 световых лет, что примерно в 200 раз меньше диаметра Млечного Пути. Во-вторых, они излучают невероятно много энергии для столь небольших размеров. И, наконец, они обладают необычно красным цветом, который долгое время делал их практически невидимыми для предыдущих поколений телескопов. Телескоп Хаббл просто не был рассчитан на такие длины волн, а другие инструменты не обладали необходимой чувствительностью, чтобы заглянуть настолько далеко в прошлое. Джеймс Уэбб оказался первым аппаратом, специально созданным для работы с инфракрасным диапазоном, в котором эти объекты становятся заметными. Именно благодаря сочетанию данных нескольких его приборов астрономам впервые удалось подробно рассмотреть загадочные структуры, а их полноценное описание появилось лишь в марте 2024 года в научной работе исследователя Йорита Матте из Австралийского института науки и технологий. На первый взгляд все выглядело достаточно просто. Чем древнее объект, тем краснее он должен казаться наблюдателю. Это обычное красное смещение, вызванное расширением Вселенной. По мере того, как пространство растягивается, вместе с ним растягиваются и световые волны. Чем дольше свет путешествует через космос, тем длиннее становится его волна, и тем краснее, как злой боксер, выглядит источник излучения. Однако вскоре выяснилось, что здесь все гораздо сложнее. Когда астрономы разложили свет маленьких красных точек на спектр,
Оказалось, что одним красным смещением объяснить их внешний вид невозможно. Объекты были слишком красными даже по меркам ранней Вселенной. Первым подозреваемым стала космическая пыль. Пылевые частицы гораздо эффективнее рассеивают короткие синие волны и значительно хуже взаимодействуют с длинными красными. По тому же принципу во время заката Солнце приобретает красноватый оттенок, однако дальнейшие наблюдения только усилили загадку. Для исследования был задействован спектрограф NIRSpec. Этот прибор разделяет свет далеких объектов на отдельные длины волн и позволяет буквально увидеть химический состав источника излучения. Различные элементы поглощают строго определенные участки спектра, оставляя после себя своеобразный отпечаток. Если между телескопом и объектом находится облако пыли, его состав можно определить по отсутствующим участкам света. Но результаты оказались неожиданными. Маленькие красные точки активно излучали синий и ультрафиолетовый свет, огромное количество красного и инфракрасного излучения, однако в средней части спектра возникал глубокий провал. Получалась необычная V-образная структура, которую раньше никто не связывал ни с одним известным типом объектов ранней Вселенной. Тем не менее, одна подсказка все же появилась. На длине волны 364,6 нанометра спектр резко менялся. Более короткие волны интенсивно поглощались, а длинные проходили практически свободно. Астрономы хорошо знают этот эффект. Он называется скачком Бальмера и почти всегда указывает на присутствие огромного количества молодых горячих звезд. На некоторое время показалось, что загадка решена. Ученые предположили, что маленькие красные точки представляют собой молодые галактики со взрывным звездообразованием. Версия выглядела весьма убедительно. Молодые горячие звезды содержат большое количество водорода, что прекрасно объясняло скачок Бальмера. Высокая плотность звезд могла объяснить невероятную яркость, а большие объемы пыли – необычный красный цвет. Проблема появилась в тот момент, когда исследователи приступили к расчетам. Достаточно быстро стало понятно, что математика категорически отказывается поддерживать эту гипотезу. Главным препятствием оказалось количество необходимой пыли. В галактиках она образуется в основном благодаря звездам, и между количеством звезд и количеством производимой ими пыли давно существует хорошо изученная зависимость. В конце 2024 года астроном Кейтлин Кейси и ее коллеги из Техасского университета в Остине рассчитали предполагаемое число звезд внутри этих объектов, используя их наблюдаемую яркость. Затем ученые применили известное соотношение между звездой массой и количеством пыли. Результат оказался неожиданным. Полученная модель смогла объяснить лишь около 1% необходимого объема пыли. Расхождение оказалось настолько большим, что перед астрономами осталось только два возможных объяснения. Либо современные модели образования космической пыли содержат серьезную ошибку, либо главным источником света маленьких красных точек являются вовсе не звезды. Но проблема была не только в количестве пыли на полках космоса. Возникло еще одно серьезное противоречие – яркость этих объектов. Чтобы объяснить ее исключительно звездами, пришлось бы разместить невероятное количество светил внутри очень маленького объема пространства. Настолько большой, что расстояние между отдельными звездами составляло бы всего несколько астрономических единиц. По космическим меркам это почти вплотную друг к другу. А в подобных условиях звезды постоянно сталкивались бы, сливались между собой и создавали крайне нестабильную гравитационную систему, которая едва ли смогла бы долго существовать. Но появилась еще одна странность. Маленькие красные точки совсем не похожи на обычные галактики. Даже самые далекие галактики обычно сохраняют хоть какой-то признак внутреннего строения. Астрономы могут увидеть их форму, распределение вещества или отдельные области звездообразования, но здесь ситуация оказалась иной. Несмотря на то, что телескоп Джеймса Уэбба обладал самым высоким разрешением среди всех созданных человеком космических инструментов, эти объекты по-прежнему выглядят как обычные точки света, словно далекие звезды на ночном небе. Подобная картина допускала только два варианта. Либо эти объекты действительно чрезвычайно малы, либо внутри них существует настолько мощный центральный источник излучения, что он полностью перекрывает собой все остальное.
Так исследователи перешли ко второй гипотезе. Почти в центре каждой крупной галактики находится сверхмассивная черная дыра. Вокруг нее вращается аккреционный диск из газа и пыли. По мере падения вещества внутрь оно разогревается до температуры свыше 12 миллионов градусов и начинает испускать колоссальное количество энергии. Активные черные дыры относятся к самым ярким объектам во Вселенной. Может быть, именно они скрываются за маленькими красными точками. Вокруг аккреционного диска располагается еще одна структура. Толстое кольцо из газа и пыли, которое астрономы называют тором без молота. Если наблюдать его сбоку, пыль оказывается между нами и центральным источником света. Она поглощает короткие волны и пропускает длинные красные и инфракрасные. Эта схема выглядела удивительно знакомой. Гипотеза с черной дырой начинала выглядеть весьма убедительно. Она одновременно объясняла высокую яркость объектов, их красный цвет и тот факт, что они выглядят как точечные источники света. Появилось еще одно совпадение. В их спектрах были обнаружены широкие линии Бальмера. Обычно это означает, что огромное количество газа вращается вокруг центрального объекта со скоростью в 1000 км в секунду. Часть этого газа движется в нашу сторону, часть удаляется от нас. Свет удаляющегося вещества смещается в красную область спектра, а приближающегося – в синюю. В результате спектральные линии заметно расширяются. И чем быстрее движется газ, тем сильнее становится этот эффект. Подобную картину астрономы ожидали бы увидеть возле массивной черной дыры, активно поглощающей окружающее вещество. Некоторое время все складывалось весьма удачно, но затем обнаружилась одна серьезная проблема. Насколько известно современной науке, активные черные дыры всегда испускают рентгеновское излучение. Это один из их главных признаков. Однако, когда исследователи измерили параметры маленьких красных точек, никаких следов рентгеновских лучей найдено не было. Для гипотезы о черных дырах это стало крайне неприятным ударом. Тогда что это за прожекторы с окраинных Вселенной? Может быть, это инопланетные знаки, и они пытаются нам помочь? К сожалению, не стоит настолько доверять объектам, которые находятся в миллиардах световых лет от нас. Но на этом сложности не закончились. Даже если предположить, что внутри действительно находятся черные дыры, они оказывались слишком большими для своих галактик. В современной Вселенной масса сверхмассивной черной дыры обычно составляет около 1/1000 массы окружающей ее галактики. Эта зависимость настолько устойчива, что ученые считают галактики и их центральные черные дыры взаимосвязанными системами, которые развиваются одновременно и постоянно влияют друг на друга. Но маленькие красные точки снова нарушили привычную картину. Здесь соотношение оказалось почти в 100 раз выше ожидаемого. Вместо 1/1000 доли масса черной дыры приближалась к 10% массы всей галактики. Создавалось впечатление, будто центральный объект успел полностью вырасти еще до того, как окружающая его галактика вообще успела сформироваться. Постепенно стало очевидно, что обе основные гипотезы обладают серьезными недостатками. Модель со вспышкой звездообразования выглядела убедительно, но не выдерживала математические проверки. Гипотеза с активными черными дырами хорошо объясняла многие наблюдения, однако сталкивалась с не менее серьезными противоречиями. Ситуацию очень точно описал астрофизик Фабио Пакуччи из Гарвард-Смитского центра астрофизики. Если внутри маленьких красных точек действительно находятся черные дыры, то они слишком огромны для таких маленьких галактик. Если же там находятся только звезды, то эти галактики оказываются настолько плотными, что подобные концентрации вещества практически невозможно представить. И тогда возникает совершенно новый вопрос. Что если перед нами вообще не галактики в привычном понимании? Что если мы столкнулись с неизвестным ранее типом космических объектов? Именно этим вопросом занялась астрофизик Анна де Граф. Она специализируется на самых необычных объектах ранней Вселенной, которые сильнее всего отклоняются от ожидаемых моделей. Вместо того, чтобы искать объяснение уже найденным объектам, ее команда решила начать целенаправленную охоту именно за ними. Так появился проект Рубис – масштабное исследование, ориентированное на поиск самых красных, самых ярких и самых редких объектов на небе. В
течение 2024 года команда потратила почти 60 часов наблюдательного времени телескопа Джеймса Уэбба и получила спектры 300 красных источников света. По оценкам исследователей, от 30 до 50 из них оказались теми самыми маленькими красными точками. На момент публикации этого ролика это была самая большая подобная выборка за всю историю наблюдений. Изучаемые объекты существовали в промежутке от 650 миллионов до 1,5 миллиардов лет после Большого взрыва. Изначально предполагалось, что новое исследование наконец внесет ясность в происходящее, но получилось наоборот. Выяснилось, что за внешним сходством скрывается гораздо больше разнообразия, чем кто-либо ожидал. Некоторые из этих объектов действительно оказались пыльными галактиками, внутри которых продолжалось активное звездообразование. Другие, напротив, почему-то очень рано прекратили рождение новых звезд. Нашлись и галактики с активными сверхмассивными черными дырами в центре. Получалось, что сторонники обеих гипотез одновременно были правы, но лишь частично. Однако среди всех найденных объектов осталась особая группа, которая по-прежнему не поддавалась объяснению. Именно у них наблюдались V-образные спектры, широкие линии излучения и та самая точечная структура, которая с самого начала поставила астрономов в тупик. А затем, уже в июне этого года, произошло событие, которое вновь изменило ситуацию. Команда обнаружила маленькую красную точку, расположенную на расстоянии 11,9 миллиарда световых лет от Земли. Ее спектр оказался настолько необычным, что исследователи сразу выделили объект в отдельную категорию и дали ему собственное имя – «Утес». Все-таки даже у астрофизиков есть предел терпения к названиям вроде J1148 плюс 52, 51. К счастью, его отклонили. И именно здесь история становится еще интереснее. Чтобы понять, почему объект под названием «Утес» вызвал такой интерес, нужно сначала разобраться в устройстве самого атома. Электроны внутри него не могут находиться где угодно. Для них существуют строго определенные энергетические уровни, которые можно представить в виде ступенек лестницы. Когда прилетает фотон с подходящим запасом энергии, он способен перевести электрон на более высокий уровень. При этом сам фотон исчезает, поскольку эта энергия полностью поглощается. У каждого химического элемента своя уникальная электронная структура, поэтому каждый из них взаимодействует со светом по-своему. Именно благодаря этому спектроскопия считается одним из самых точных инструментов в современной астрономии. Фактически она позволяет определить состав далекого объекта по своеобразному набору отпечатков, который тот оставляет в спектре. Для водорода существует особенно важная граница – длина волны 364,6 нанометра. Именно столько энергии необходимо, чтобы полностью выбить электрон со второго энергетического уровня. Фотоны с меньшей длиной волны обладают большей энергией и легко запускают этот процесс, а более длинные волны уже не способны его совершить. Именно поэтому скачок Бальмера является настолько ценным инструментом. Его присутствие говорит о том, что между нами и источником света находится водород. Но существует еще один важный нюанс. В обычной галактике этот переход никогда не выглядит идеально четким. Тысячи звезд разных температур, плотностей и возрастов освещают огромные объемы газа, создавая размытую картину. Чем резче выглядит скачок Бальмера, тем более однородной оказывается окружающая среда. И вот здесь появляется объект, который поставил ученых в тупик. Его спектральная граница оказалась почти вертикальной и примерно в 2 раза мощнее, чем у любых древних объектов, которые астрономы наблюдали прежде. Исследователям пришлось буквально начать все сначала. Возникла странная двойственность. С одной стороны, спектральный анализ настойчиво указывал на сверхмассивную черную дыру. С другой стороны, столь мощный скачок Бальмера говорил о наличии огромного количества относительно однородного водорода, который гораздо больше напоминал среду вокруг молодой звезды. В какой-то момент прозвучала весьма необычная идея. А что если перед нами объект, который одновременно обладает свойствами и звезды, и черной дыры? Анна де Грааф решила отнестись к этой гипотезе серьезно и дала ему название «Черная дыра-звезда». Очень оригинально. Несмотря на необычное название, сама концепция выглядит довольно логично. И вот почему.
Дело в том, что такой объект окружен гигантской сферой плотного раскаленного водорода, из-за чего внешне начинает напоминать атмосферу обычной звезды. Но внутри него не происходят термоядерные реакции. Источником энергии служит сверхмассивная черная дыра, которая с огромной скоростью поглощает окружающее вещество и превращает часть его массы в излучение. Однако эта гипотеза сразу породила новые вопросы. Откуда берутся такое огромное количество водорода? Почему отсутствует рентгеновское излучение? И главное, каким образом подобные объекты вообще могли сформироваться в молодой Вселенной? Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи обратились к темной материи. Да, звучит подозрительно, но это все еще не карты Таро. Современные модели показывают, что невидимая темная материя образует гигантский космический каркас. Она собирается в огромное гало, соединенное между собой сетью нитей, которая неожиданно напоминает нейронные связи человеческого мозга. Мы не можем увидеть эту структуру напрямую, но способны восстановить ее при помощи гравитационного линзирования. Именно в этих областях позже возникают галактики. Большинство гало темной материи вращается достаточно быстро. Из-за этого газ внутри них постепенно рассеивается наружу под действием центробежных сил. Но существует небольшая группа медленно вращающихся гало. Внутри них вещество не успевает разлетаться и остается чрезвычайно плотным и компактным. Именно здесь, как предполагают ученые, могут рождаться черные дыры звезды. В подобных условиях сохраняются огромные запасы водорода, которые и создают необычные свойства маленьких красных точек. Заодно это объясняет еще одну загадку – отсутствие рентгеновского излучения. На самом деле оно никуда не исчезает. Его просто невозможно увидеть. Водородная оболочка вокруг объекта настолько плотная, что даже высокоэнергетические рентгеновские лучи не способны ее преодолеть. Они поглощаются окружающим газом, а затем повторно излучаются уже в виде тепловой энергии и красного света, который и фиксирует телескоп Джеймса Уэбба. Но оставались и другие проблемы. Необычные V-образные спектры, отсутствие необходимого количества пыли и чрезмерно массивные черные дыры все еще требовали объяснения. И здесь в работу включилась команда астрофизика Рахана Найду. Очень символичная фамилия, кстати. Так вот, уже в этом году эта команда изучала похожий объект, который также относится к категории черных дыр звезд. Вокруг него находилась плотная водородная оболочка диаметром около 40 астрономических единиц, а скачок Бальмера оказался одним из самых мощных за всю историю подобных наблюдений. Ученые пришли к выводу, что перед ними фактически двойная система. Первая ее часть представляет собой саму черную дыру-звезду, которая создает широкие линии излучения, мощный скачок Бальмера, яркое красное свечение и ту самую компактную точку света. Вторая часть – окружающая галактика, внутри которой продолжается звездообразование и которая отвечает за узкие ультрафиолетовые линии спектра. Когда оба источника накладываются друг на друга, возникает именно тот необычный V-образный спектр, который астрономы наблюдают у маленьких красных точек. Красное излучение рождается внутри черной дыры звезды, а высокоэнергетическое ультрафиолетовое излучение приходит от окружающей галактики. Вместе они создают крайне необычный сигнал, который долгие годы не удавалось объяснить. Даже волна УВБ-76 на его фоне кажется удивительно общительным. Более того, это же помогает решить проблему космической пыли. Согласно новой модели, ее там вообще нет. Красный цвет возникает благодаря плотной водородной оболочке, а значит, исчезает и необходимость объяснить огромный дефицит пыли. Сегодня массу черных дыр обычно оценивают по ширине спектральных линий. Чем быстрее движется окружающий газ, тем сильнее расширяются линии излучения и тем массивнее считается центральный объект. Но если вокруг черной дыры находится чрезвычайно плотная водородная оболочка, то привычные методы измерений могут серьезно завышать ее реальные размеры. Но даже здесь история не заканчивается. В привычных моделях оценка массы черной дыры существует один важный нюанс. Астрономы определяют ее размеры по ширине спектральных линий. Чем быстрее движется окружающий газ, тем сильнее расширяются эти линии и тем массивнее считается центральный объект. Однако в случае черной дыры звезды все оказывается гораздо сложнее.
Фотоны не могут свободно покинуть ее плотную водородную оболочку. Вместо прямого пути наружу они многократно сталкиваются с окружающим веществом, постоянно меняя свои характеристики. Каждый такой контакт совсем немного смещает длину волны излучения, но накопительный эффект оказывается весьма заметным. В результате спектральные линии выглядят значительно шире, чем должны быть на самом деле. Именно поэтому астрономы могли серьезно переоценивать размеры центральных черных дыр. Когда исследователи внесли поправки в свои расчеты, выяснилось, что предполагаемая масса уменьшилась сразу на несколько порядков. После этого соотношение между массой черной дыры и ее галактики неожиданно вернулось к привычным значениям, которые составляют примерно 1/1000 от массы всей системы. Да, как кажется, сама идея черной дыры звезды звучит так, будто ее придумали авторы научной фантастики. Но самое интересное заключается в том, что подобные объекты были предсказаны еще 16 лет назад. Еще в 2008 году астрофизик Митчелл Бигельман из Университета Колорадо опубликовал работу, в которой предложил существование так называемых квазизвезд. Его модель выглядела довольно необычно. Внутри гигантского плотного облака газа формируется небольшая черная дыра. Обычно подобные оболочки быстро рассеиваются, однако в этом случае газ продолжает удерживаться гравитацией. Черная дыра остается в центре и постоянно поглощает окружающее вещество, а внешняя оболочка начинает ярко светиться. Но свет рождается совсем не так, как у обычных звезд. Внутри не работают термоядерные реакции. Вся энергия поступает от черной дыры, которая непрерывно пожирает газ. Для внешнего наблюдателя такой объект выглядит как одна огромная звезда, хотя внутри нее скрывается быстро растущая сверхмассивная черная дыра. Именно поэтому современные исследователи все чаще используют название «черная дыра-звезда». Расчеты Бигельмана показывали, что в подобных условиях черная дыра способна расти с удивительной скоростью, набирая тысячи солнечных масс всего за несколько миллионов лет. Постепенно внешняя оболочка начинает остывать, пока ее температура не опускается примерно до 4000. После этого баланс нарушается. Давление излучения становится сильнее гравитации. Оболочка разрушается как сценарий к новому форсажу и рассеивается в окружающем пространстве. Фаза квазизвезды заканчивается, оставляя после себя уже сформировавшуюся черную дыру. Бигельман предполагал, что перед нами не отдельный класс объектов, а кратковременный этап в жизни сверхмассивных черных дыр, который может продолжаться всего несколько миллионов лет. Более того, он не исключал, что при новом притоке огромного количества газа подобная стадия теоретически способна повториться. Это неожиданно помогает объяснить еще одну загадку. Мы знаем, что маленькие красные точки практически исчезают спустя 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва. Возможно, все дело в том, что позже во Вселенной просто перестали существовать условия, необходимые для столь мощного притока вещества. Получается любопытная ситуация. Не исключено, что телескоп Джеймса Уэбба сейчас наблюдает именно тот процесс, который был математически предсказан почти 2 десятилетия назад. Но пока рано говорить об окончательном решении загадки. Количество научных работ растет настолько быстро, что исследователи физически не успевают их изучать. Только за последние 2 года были опубликованы сотни статей, посвященных маленьким красным точкам. На сегодняшний день модель черной дыры звезды выглядит наиболее убедительной, однако она все еще остается гипотезой. Остается множество открытых вопросов. Насколько часто возникает эта стадия? Сколько времени она продолжается? Что именно запускает этот механизм? Почему оболочка формируется именно таким образом и в какой момент она разрушается? Какие именно БАДы употребляют астрофизики? На все эти вопросы пока нет ответов. Но настоящая ценность маленьких красных точек выходит далеко за пределы этой конкретной загадки. Они могут быть частью гораздо более масштабной истории. Истории появления сверхмассивных черных дыр. Сегодня мы знаем, что они находятся практически в центре каждой группы галактик, включая Млечный Путь. Но существует одна серьезная проблема. Некоторые из них уже обладали миллиардами солнечных масс всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. По существующим моделям,
Подобное развитие событий выглядит слишком быстрым. Если начинать с обычных звездных черных дыр, за такой короткий срок они просто не успевают набрать необходимую массу. Модель черной дыры звезды предлагает сразу два возможных решения. Во-первых, как уже выяснилось, привычные методы могут завышать массу этих объектов в 100, а иногда и в 300 раз из-за особенностей распространения света внутри плотной оболочки. Во-вторых, сверхмассивные черные дыры могут расти гораздо быстрее, чем считалось ранее. Долгое время астрономы полагали, что скорость роста ограничивается так называемым пределом Эддингтона. Если черная дыра начинает слишком активно поглощать вещество, ее собственное излучение начинает отталкивать падающий газ и тормозит дальнейший рост. Но плотная водородная оболочка способна изменить эти правила. В этом случае предел Эддингтона начинает определяться уже не массой самой черной дыры, а массой всей окружающей ее оболочки, которая во многом раз больше. Это означает, что ранние сверхмассивные черные дыры могли развиваться значительно быстрее, чем допускают привычные модели. Но остается еще один вопрос. Откуда они вообще появились настолько рано? Пока человечество напрямую наблюдало только один механизм рождения черных дыр. Однако маленькие красные точки существовали уже через 600 миллионов лет после Большого взрыва и выглядят слишком массивными для такого сценария. Поэтому все больше исследователей возвращается к старой гипотезе прямого коллапса. Согласно этой идее, гигантские облака первичного газа в молодой Вселенной при определенных условиях могли превращаться в черные дыры напрямую, даже не проходя стадию звезды. Подобная концепция существует уже давно, но до сих пор у нас не было никаких наблюдательных подтверждений ее существования. Возможно, именно маленькие красные точки впервые позволили нам увидеть этот процесс своими глазами. Пока исследование только начинается, астрономы продолжают измерять температуру, яркость и свойства этих загадочных объектов, пытаясь построить для них полноценную эволюционную схему, подобную той, которую мы давно создали для обычных звезд. И если эта гипотеза подтвердится, то окажется, что мы стоим на пороге открытия совершенно нового этапа эволюции черных дыр, существование которого еще недавно считалось исключительно теоретическим. Именно так и работает наука. Вот такая сегодня получилась космическая история. И пока вы не убежали изучать ближайшую черную дыру, отвечу на вопрос, который мне задают постоянно. Куда пропали сборники? Их пожрал YouTube. Да, как черная дыра. Ну почти. У платформы появились новые правила, и теперь повторять один и тот же контент нельзя даже внутри собственного канала. Ну, вернее, можно, но будут проблемы. Алгоритмы решили, что так будет лучше. Я, как обычно, вежливо промолчал, но без сборников я вас не оставил, поэтому уже выложил несколько штук на Patreon и Boosty, без рекламы, без оплаты и без всяких VPN. Или как удобнее, плейлисты на этом канале тоже есть, и они абсолютно на разную тему. Так что устраивайте себе космический марафон. А еще там есть кое-что дополнительное. Хотя нет, не буду портить сюрприз. Я знаю, что любопытство у аудитории злого космоса работает лучше любого уведомления. Ссылки будут в описании. Итак, как оказалось, иногда одно неожиданное открытие заставляет пересмотреть огромный пласт накопленных знаний. И если это приближает нас к пониманию того, как на самом деле устроена Вселенная, значит, проделанная работа была не напрасной. Ну а мы будем наблюдать дальше.